Поднимите глаза на 200 метров вверх. Там, на каменном карнизе шириной чуть больше метра, стоят 6 фигур в человеческий рост. У них вытянутые лица, красная роспись по белому и огромные головы. А на голове одной из них лежит череп. Настоящий, человеческий, и не ее собственный. Подняться туда нельзя. Снизу гладкая отвесная стена без единой зацепки. Сверху обрыв и пустота. Ни лестницы, ни тропы, ни ступеней. Ничего. 600 лет назад кто-то туда все-таки попал. Затащил на этот карниз глину, солому, камни и воду. Слепил на месте 6 двухметровых великанов, посадил внутрь мумию вождя и ушел, не оставив ни следа своего пути. Сегодня разбираемся, кто это сделал, что нашли у них внутри и почему все это стоит именно на скале, а не в земле, как у нормальных людей. Место называется Караджия, регион Амазонас на севере Перу, провинция Луя, долина реки Учубамба. Высота около 2500 метров над уровнем моря. От ближайшей деревни Круспата 40 минут вниз по крутой глинистой тропе, мимо кукурузных полей и коров. Тропа выводит на смотровую площадку, и вот тогда вы их видите. 6 фигур, вдавленных в нишу скалы, плечом к плечу, лицом на восток, в долину. Дорога сюда сама по себе испытание. От города Чичапаяс около полусотни километров по серпантину, который в сезон дождей превращается в глиняный желоб. Потом деревня, потом тропа вниз, на которой в мокрую погоду проще ехать на пятой точке, чем идти. Ни асфальта, ни фуникулера, ни стеклянного моста для селфи. Место, куда за год добирается меньше людей, чем в иной европейский музей за один выходной. Местные крестьяне знали о них всегда, называли Пурунмачус, древние старики, и держались подальше. Считалось, что тот, кто побеспокоит стариков, заболеет или умрет. Мировая наука узнала об этом месте только в 1984 году, то есть в те годы, когда по орбите уже летали спутники, а компьютеры стояли в офисах. Народ, который их построил, называют Чичапоя. Испанцы перевели это как «люди облаков» или «воины облаков». Их государство исчезло почти полностью, города заросли сельвой, письменности не было, потомков почти не осталось. Остались вот эти 6 на скале, они и есть главный свидетель. Начнем с того, что это вообще такое. Каждая фигура от 2 до 2,5 метров в высоту. Это выше любого человека, который ее лепил. Средний рост андского жителя тех времен едва дотягивал до 1,5 метров. Ширина в плечах около 70 сантиметров. Внутри – полость. Снаружи глиняная скорлупа толщиной в несколько сантиметров. Технология простая до наглости. Каркас из палок и жердей, обмазка из глины, замешанной с соломой и мелким камнем. Сверху слой белой известковой побелки, по ней роспись красной охрой. Никакого камня, никакой резьбы, никакой бронзы. Материалы, которые есть под ногами у любой деревни. Лица условные, почти маски, узкие прорези глаз, вытянутая тяжелая челюсть, скулы. Головы непропорционально большие, в этом весь расчет. Снизу с расстояния в 200 метров человеческая фигура превращается в точку, а эти 6 читаются с земли до сих пор. Роспись сохранилась пятнами, но читается. Красные полосы по белому фону, зигзаги, ромбы, что-то похожее на воротник и на пояс. Тот же геометрический язык, что и на стенах чичапойских построек. Ромб и зигзаг у этого народа встречаются буквально везде. На домах, на керамике, на тканях. Своего рода фирменный шрифт культуры, которая не оставила ни одной буквы. И это не единственная такая группа. Похожие глиняные гробы стоят по всей долине. Учаса, Чипурик, Салмаль, Гуан, жутковатое место с говорящим названием Пуэбло де лос Муэртос, поселок мертвых. Где-то фигуры сидят, где-то стоят, где-то слеплены грубее и мельче. Караджия среди них – чемпион. Самые крупные, самые сохранившиеся, самые высоко посаженные. Есть в них и младшие братья. Чуть в стороне на той же стене притулилась группа из фигур поменьше. Их иногда называют детской или женской. Ростом они едва достают взрослым до плеча. Кто в них лежит, точно не знает никто. Изначально их было 8 стоящих в ряд. В 1928 году регион тряхнуло землетрясением, и часть фигур рухнула вниз, разбившись о камни долины. То, что вы видите сегодня, уже не полный состав. Осколки 2 ушли в осыпь. И вот та самая деталь, ради которой сюда едут. На головах у нескольких фигур лежат человеческие черепа. Отдельные, принесенные. Их положили туда специально, как корону, как трофей, как охрану.
Одна из версий – это черепа побежденных врагов, другая – черепа родственников. Ответа нет до сих пор. 6 глиняных великанов с чужими головами на макушках, и ни один археолог не может сказать, чьи это головы. В 1984 году к ним поднялся человек по имени Федерико Кауфман-Доик, перуанский археолог, который к тому моменту уже 20 лет копал в этих горах. Подъем снизу он даже не рассматривал. Экспедиция зашла сверху, с плато, и спустилась к нише на веревках. Первое, что стало ясно, фигуры не памятники, это гробы. Внутри каждой – мумия. Тело в позе эмбриона, колени подтянуты к подбородку, руки скрещены, все это стянуто веревками в плотный сверток и обернуто тканью. Рядом клали приношения – керамику, колобасы, сосуды из высушенных тыкв, мелкие предметы обихода. Тела не бальзамировали в египетском смысле, их высушил воздух. И вот здесь начинается инженерия, которую все недооценивают. Нишу сверху прикрывает каменный козырек. Дождь, который в этих горах льет по 8 месяцев в году, до фигур не долетает, вода уходит по стене мимо. Внутри ниши сухо и постоянно сквозит ветром. 600 лет естественной сушки без единой затраты энергии. Золота внутри не было, ни масок, ни украшений, ни кладов, за которыми охотятся мародеры. Все богатство этих гробниц – ткань, дерево, тыква и глина. Именно поэтому они дожили до 20 века. Грабить оказалось нечего, а лезть на 200 метров ради пары горшков дураков не нашлось. Зато нашлась деталь, от которой у археологов зачесались руки. Обрушение 1928 года разломало часть фигур, и стало видно устройство изнутри – каркас, полость, положение свертка. Природа сама сделала разрез, который человек не решился бы сделать сам. Датировка примерно 15 век. То есть эти 6 встали на карниз еще до того, как в долину пришли инки, и задолго до того, как Колумб впервые увидел берег Америки. Восстановить сам обряд можно только по кусочкам, но общая механика в андских культурах известна. Тело умершего сгибают, пока суставы еще подвижны. Колени к груди, руки к лицу. Обвязывают веревкой, чтобы не разогнулось. Оборачивают тканью, иногда в несколько слоев, иногда с вышивкой, иногда просто грубым полотном. Получается сверток размером с большой рюкзак, который несет на спине один человек. Дальше подъем на плато, спуск на веревках и работа на карнизе. Сверток ставят в готовую полость. Полость закрывают, шов замазывают глиной, поверху идет побелка и роспись. С земли не видно ни стыка, ни двери. Фигура выглядит цельной, как будто выросла из скалы сама. И где-то в этот момент кто-то поднимается наверх еще раз, с черепом в руках. Кауфман-Доик описал находку, снял, замерил, и место медленно поползло в туристические справочники. Крестьяне из Крус-Паты, которые 600 лет обходили скалу стороной, стали продавать билеты и жареную кукурузу. А старики так и стоят. И смотрят вниз, на тех, кто теперь смотрит на них. Теперь о тех, кто это построил. Чичепоя жили в горной сельве северного Перу, в поясе высот примерно от 2 до 3 тысяч метров, там, где облако буквально лежит на земле. Влажность круглый год, туман до полудня, лес, который отвоевывает любую расчистку за пару сезонов. Отсюда и прозвище «Люди облаков». Их главный город, крепость Коилап на вершине хребта, каменная стена вокруг местами достигает 19 метров, длина укрепления около 600 метров, внутри порядка 400 круглых домов. Объем каменной кладки там сопоставим с крупнейшими пирамидами Старого Света, а построено все это без колеса, без тягловых животных и без железа. Коилап стоит на километр выше долины и виден за десятки километров. Жили они в круглых домах, это их визитная карточка. Каменное основание диаметром метров 8, конусная соломенная крыша. По фасаду выложены те самые ромбы и зигзаги. Такой дом хорошо держит тепло в вечном тумане и не боится ливня. Склоны вокруг резали террасами, сеяли кукурузу, картофель, коку, держали лам. Ничего экзотического. Обычная тяжелая горная жизнь на высоте, где вода в котелке закипает раньше, чем успевает как следует нагреться. А еще они дрались. Постоянно и со всеми. С соседями по хребтам, с народами низин, потом с инками. Крепости на вершинах строят не от хорошей жизни, а 19-метровая стена Коилапа – это высота 6-этажного дома, поставленная руками людей без единой повозки. Со смертью они работали не менее изобретательно, чем с камнем. В местечке Риваш на отвесной стене прилеплены мавзолеи, похожие на кукольные домики. Белые стены, красные крыши, круглые окна. Издалека – деревня, вблизи – коллективные склепы.
В 1996 году крестьяне у озера Лагуна де Лос Кандарес нашли комплекс погребальных построек, а в них более 200 мумий. 219, если точно. Тела, ткани, кипу, узелковое письмо инков. Пока приехали археологи, часть свертков уже вскрыли и растащили. Испанский хронист Сьеса де Леон, писавший в середине 16 века, отдельно отметил, что Чичапоя светлее и красивее прочих жителей Анд. Одна фраза в старой книге. Эта фраза до сих пор кормит половину интернета. К ней мы еще вернемся. Народ, который строил города на вершинах и хоронил мертвых на скалах, исчез почти бесследно. Города съел лес, мертвые остались висеть. А теперь главный вопрос ролика. Как? Прикиньте задачу инженерно. Вам нужно доставить на карниз 200-метровой высоты глину. Не сухую, мокрую, замешанную с водой и соломой. Плотность влажной глины около 2 тонн на кубометр. На одну фигуру уходят сотни килограммов массы, на 6 уже несколько тонн. Плюс жерди каркаса, плюс камень, плюс известь на побелку, плюс сами мумии в свертках, плюс керамика. Рабочая площадка при этом полка шириной чуть больше метра. Оступился 200 метров вниз без остановок. Версия первая, самая скучная и самая вероятная. Работали сверху. С плато над скалой спускали людей и материал в корзинах на веревках из агавы. Такие веревки в Андах держали подвесные мосты через каньоны. На их прочность местные ставили собственную жизнь ежедневно. Гончар в люльке. Глину подают порциями. Фигуру лепят прямо на месте, снизу вверх, слоями. Готовые 2-метровые статуи не поднимали, их растили на карнизе. Насчет веревок сомнений быть не должно. В Андах из волокна агавы и горной травы плели канаты толщиной с человеческую руку и вешали на них мосты через каньоны. Один такой мост, Кисвачака над рекой Апуримак, перуанские общины перебирают вручную каждый год до сих пор. Длина пролета под 30 метров. Под ним пропасть, материал, сухая трава. По нему ходят люди. Народ, который умеет это, не испугается спустить корзину с глиной на 100 метров. Считаем дальше. Воду наверх тоже надо поднять. Глину не замесишь сухую. Известь для побелки нужно обжечь и погасить. Жерди каркаса надо нарезать, поднять и связать. Каждая фигура – это не слепили за день, а недели работы бригады, висящей над обрывом. Умножаем на 8. Версия вторая. Леса. Дерева и бамбука в этих горах хватает, а конструкцию потом просто разбирают или бросают гнить. Проблема в том, что 200 метров лесов на отвесной стене – это отдельное инженерное сооружение, которое строить сложнее, чем сами саркофаги. Версия третья. Тропа была. Узкий естественный карниз, по которому можно было пройти пешком, а потом его срезала эрозия или обрушило то самое землетрясение. За 600 лет мягкий известняк теряет метры. Логично, только следов этой тропы никто не нашел. И версия четвертая, которую в сети обожают, что глиняные великаны – работа не людей, а кого-то, кому не нужны веревки, что технология подъема была утрачена, что Чичапоя знали способ, о котором наука предпочитает не говорить вслух. Наука отвечает спокойно. Веревки, корзины, дисциплина и отсутствие страха высоты у людей, которые всю жизнь ходили по горам. Ответ разумный, только повторить это никто пока не пробовал. Дальше вопрос, который интереснее технического. Не как, а зачем. Похоронить человека в земле дешевле в 100 раз. Чичапоя выбрали вариант, требующий недели работы над пропастью. Значит, у скалы была функция. Первое. Их должно быть видно. Фигуры смотрят на восток, в долину Учубамба, на поля, на воду, на дороги. Это не тайник, это витрина. Вождь после смерти продолжает висеть над своей землей и смотреть на нее сверху. Каждый крестьянин внизу, разгибая спину, видит 6 предков на скале. Второе. До них нельзя добраться. Ни зверю, ни грабителю, ни враждебному соседу. В анских войнах уничтожение мумий чужого рода было нормальной практикой. Так убивали не тело, а память и право на землю. Караджия защищена лучше любого склепа. Третье. Сухо. Вертикальная стена с козырьком. Идеальная камера консервации, если ваша задача сохранить тело без химии. И четвертое. Черепа. Отдельные головы, положенные сверху, встречаются в анской традиции постоянно и трактуют их по-разному. Версия трофея. Голова побежденного врага, выставленная над долиной. Работает как политическое заявление. Вот что бывает с теми, кто пришел сюда с оружием. Отрезанные головы в доколумбовой Америке вообще были ходовой валютой престижа, от культуры Наска до маче. Версия слуги. Вместе с вождем отправляли сопровождающего, и череп сверху – знак того, что покойник и на той стороне не остался без свиты.
Версия предка. Голова кого-то из собственного рода, добавленная позже, чтобы усилить фигуру. Такое в Андах тоже делали, кости родственников перекладывали, перевозили и подкладывали в новые погребения десятилетиями. Какая из трех верна для Караджи, никто не скажет. Черепа никто не снимал и в лабораторию не увозил. И общий фон, без которого все это не собирается. В Андах мертвый предок не уходил из жизни общины. Мумии вождей, малки, оставались собственниками земли, участниками праздников, адресатами подношений. Их выносили на люди, кормили, поили, спрашивали совета через жрецов. Смерть переводила человека в другой статус, но не увольняла с должности. Караджия в этой логике не кладбище. Это действующий орган власти, вынесенный на скалу, чтобы его было видно и чтобы до него нельзя было дотянуться. 6 начальников, которые никогда не уйдут на пенсию. Итог. Инженерное решение, идеология и политика в одном объекте. 6 предков, которых видно всей долине и до которых не дотянется никто. Дальше эту систему сломали за одно поколение. Около 1470-х годов в горы поднялись инки. Тупак Юпанки взял регион с трудом и не с первой попытки. Чичапоя восставали снова и снова. Ответ империи был стандартным. Часть населения выселили за сотни километров, на их место поселили лояльных переселенцев. Систему родовых гробниц это подрубило под корень. В 1532 году пришли испанцы. Чичапоя, ненавидевшие инков, встали на сторону Писаро и, как многие союзники конкистадоров, получили за это ровно ничего. Дальше пошли эпидемии. Оспа, корь, грипп, болезни, к которым у Америки не было иммунитета. За столетия население региона сократилось по разным оценкам на 90 с лишним процентов. Обиднее всего с именем. Чичапоя – слово не их собственное, а кичуанское, то есть данное завоевателями. Как эти люди называли себя сами, неизвестно. Язык исчез, оставив после себя горстку топонимов, которые лингвисты до сих пор пытаются разобрать. Окончания на «мал», «гач», «лап» не ложатся ни в кечуа, ни в ваймара. Народ стерли вместе с названием. Города опустели, лес закрыл стены Куэлапа. Дороги заросли, некому стало ходить к скале. И вот тут появляется теория, которую вы наверняка слышали, про белых Чачапоя. Фраза Сьесы де Леона о светлокожих красавцах выросла в отдельную индустрию. Викинги, финикийцы, потерянные колена, беглецы из Атлантиды. Американский исследователь Джин Савой, много копавший в этих горах в 20 веке, сам подливал масло в ох. Он искал в Перу следы трансокеанских контактов и говорил об этом громко. К этому обычно прицепляют вторую историю про вытянутые черепа. В Перу их действительно находят сотнями, и выглядят они настолько не по-человечески, что интернет ежегодно хоронит официальную науку заново. Объяснение при этом скучное и давно проверенное. Младенцу с рождения бинтовали голову дощечками и тканью. Кость растет мягкой и принимает заданную форму. Так делали десятки народов на 3 континентах. Это не другой вид. Это мода на статус, доведенная до предела. Генетики закрыли вопрос уже в наше время. Исследования ДНК жителей региона показали местное происхождение, родство с санскими и амазонскими популяциями, без всякого европейского следа. Светлая кожа в описании хрониста, скорее всего, объясняется просто. Люди, живущие в тумане на большой высоте, действительно бывают светлее жителей побережья. Официальная версия есть. Верить в нее – ваш выбор. 6 фигур, 200 метров, 600 лет. Сложите это вместе. Мы имеем культуру без письменности, без колеса, без металла в привычном смысле и с инженерным мышлением, которое сегодня требует альпинистского снаряжения и допуска на высотные работы. Мы имеем гробницу, спроектированную так, что она сама себя сушит, сама себя охраняет и сама себя рекламирует всей долине. Мы имеем 6 свидетелей эпохи, о которой не осталось ни одной строчки текста. И самое странное, идея пришла в голову не только им. На Филиппинах, в горах Сагады, гробы висят на скалах над тропой. Их поднимали и крепили к стене вручную. В Китае народ Бо оставил сотни деревянных гробов, вбитых в отвесные утесы на десятки метров над рекой. Как их туда затащили, спорят до сих пор. В Индонезии на Сулавеси мертвых замуровывают в скальные ниши и ставят рядом деревянные фигуры, глядящие в долину. 3 разных континента, ни одного контакта между ними. Один и тот же вывод. Если хочешь, чтобы мертвый остался живыми и при этом был недосягаем, подними его на стену. И мы имеем счетчик.
В 1928 году землетрясение сбросило со скалы часть ряда. В мае 2019-го регион тряхнуло толчком магнитудой около 8. Дома в окрестных деревнях трещали. Известняк крошится, глина стареет, вибрация делает свое дело. 8 превратились в 6. Никто не гарантирует, что через 100 лет их будет 6. Реставрировать их почти невозможно. Любая работа на карнизе – это веревки, страховка, вертолетная логистика и бюджет, которого у провинциального перуанского управления культуры нет. Проще ограничить доступ и наблюдать. Собственно, так и сделали. Близко подходить нельзя, смотровая площадка стоит в стороне, туристов пускают группами. 6 глиняных стариков теперь охраняет табличка и голос гида. Караджа, Риваш, Лагуна де лос Кондорес, Куэлап. Народ, который строил города на облаках и хоронил вождей на отвесных стенах, исчез так тихо, что мы даже не знаем, как он сам себя называл. Мы не знаем их имен, не знаем, кем они были при жизни, вождями, жрецами, военными командирами или всеми сразу. Не знаем, сколько человек работало на карнизе и сколько с него сорвалось. Не знаем даже, чьи черепа лежат сверху. А 6 стариков все еще стоят на карнизе и смотрят вниз, в долину, которая давно принадлежит другим людям, с чужими черепами на головах. Как думаете, что там внутри у тех фигур, которые до сих пор не вскрывали, и стоит ли их вообще трогать? Пишите в комментариях, я читаю. Ставьте лайк, если сегодня узнали что-то новое, и подписывайтесь. Впереди места, откуда возвращаются не все и не всегда целиком.